Эндрю был добросердечным 31-летним парнем. Мужчина, который работал парикмахером, когда заканчивал среднюю школу, он взял свою профессию, потому что это родитель-одиночка. Мать не могла позволить себе тратить на отправку в колледж вместо того, чтобы грустить или жаловаться на свою судьбу. Молодой человек принял свои трудные обстоятельства как вызовы и усердно работал над достижением лучшего будущего. Прошло более 10 лет с тех пор, как люди в его собственной парикмахерской стригли волосы. И ценности и быть зарабатывал достаточно денег, чтобы хватило на жизнь к концу месяца. Его парикмахерская была первоклассным местом в городе, куда было легко добраться многим людям в течение дня. Эндрю всегда следил за тем, чтобы все его клиенты уходили довольными. Однажды, когда Эндрю подстригал волосы маленькому мальчику, вдруг все смотрят на него. В стеклянные двери вошел бездомный мужчина, и Эндрю заметил, что все вчера начали бормотать. Мужчина с длинной бородой и неопрятными волосами обратился к Эндрю с искрой надежды. У него не было достаточно денег, чтобы подстричься, и он вошел в парикмахерскую в надежде, что ему кто-нибудь поможет. Эндрю улыбнулся мужчине и сказал ему сесть. Не сказав ни слова, мужчина сел в кресло. Нервно он играл со своими руками, затем просто попросил Эндрю его подстричь. Эндрю сбрил бороду, а затем надел маску короля, чтобы мужчина мог расслабиться. Взяв ножницы, Эндрю начал стричь волосы сантиметр за сантиметром, пока это не коснулось его уха. Когда Эндрю перестал двигать ножницами и взял мужчину за волосы, чтобы понять, почему шрам показался ему таким знакомым, он рассматривал его несколько секунд, пока действительно не увидел человека, который говорил перед ним. Когда Эндрю посмотрел на лицо мужчины, он внезапно почувствовал, как у него закружилась голова. Он не мог поверить, что этот мужчина был его отцом, Джейком, которого он не видел много лет. Внезапно затуманенный взгляд и ошеломленная неожиданная реакция сбили его с ног. Все в магазине вскочили, чтобы помочь Эндрю. Через несколько минут он открыл глаза и сказал, что сидит рядом с ними. Его взгляд, конечно же, был направлен на другого мужчину, который ждал в комнате и ждал, когда он придет в себя. Джейк был сбит с толку и начал думать о своем прошлом. Он признался, что он отец Эндрю, и извинился за все, что произошло в прошлом. Эндрю понимал чувства своего отца, но ему было трудно простить. Тем не менее, он был рад, что судьба позволила им встретиться. Джейк рассказал Эндрю, как он провел время, потеряв работу и оказавшись на улице, в то время как молодой человек позже рассказал о своем пути, чтобы открыть собственную парикмахерскую. Отец и сын были рады познакомиться друг с другом. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.